Всем привет! С вами Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же женщины думают о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите побольше комментариев для продвижения канала. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, записывайтесь, телефон под видео. Итак, смотрим, что же вы за человек. Вы, в принципе, мужчина при деньгах. Опять же, понятно, что это общий расклад, у каждого проиграется своя сумма, своя зарплата, но я не могу сказать, что у вас прямо сейчас безумные проблемы. Средний достаток точно у вас есть, а может быть даже выше среднего. Вы очень активный человек, вы уверены в себе, я бы даже сказала, может у некоторых проиграться, но немного завышенная самооценочка. Ну, потому что, во-первых, деньги вам дают уверенность в себе, дают стабильность. Дают, помимо того, что уверенность в завтрашнем дне, но и уверенность в своих силах, да. Вот деньги – это такой вот якорь ваш, да. Хоть я не могу сказать, что вы прям такой финансово зависимый, чтобы вы без денег не можете. Нет. Но как-то вот, знаете, последнее время, может быть, у кого-то это месяцы будут, у кого-то это годы будут, у каждого как проиграется. Почему-то жизнь стала у вас более скучная. Давайте смотреть, с чем это связано. Когда-то было все иначе. Это случилось после разрыва с женщиной. Это был уход от женщины, разрыв, развод, конфликт, как угодно называйте. Жизнь потеряла те самые краски, которые когда-то были. Вот когда-то раньше, да, ваша жизнь играла яркими красками. Было, знаете, вот кайфово, драйвово, а вы такой еще товарищ живчик, да, есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, да. Было интереснее, был азарт, было как-то, ну, я не знаю, был такой момент, когда некогда было скучать. Вот такая у вас была жизнь. Сейчас все ровно, спокойно, особых таких каких-то ситуаций, я не знаю, там поводов особо радоваться я даже не вижу. Грустинка в глазах есть, ребят. Нужно с этим что-то делать. Далее. То, что меня радует, смотрите, даже несмотря на вашу грустинку, вы все равно надеетесь на будущее. Вы повернуты, ну, скажем так, лицом к будущему, да? Потому что кто-то, да, вот бывает, ну и мужчины, и женщины, бывает, что живут прошлым. То у вас, слава богу, этого нет. Вот как-то вы прошлое отпустили, да, это все, не хочу про бывшую не думать, не вспоминать, да, вот если приснится, то только в кошмарном сне. Вот вы отпустили, поставили точку и все, и до свидос, пошла лесом. Также может еще проиграться, что кто-то из вас либо же учится, ну, это могут быть и курсы, это могут быть, я не знаю, может быть, второе высшее, третье высшее, да, либо же вы познаете какие-то, может быть, я не знаю, там новые профессии, может быть, какие-то курсы повышения квалификации проходите, либо же вот будете проходить. То есть вы такой человек очень любознательный. Может даже проигрываться, что любите вот просто читать банальные книжки. Хоть сейчас и у нас век гаджетов, да, все в интернете есть. Но вот книга – это книга. Даже вот сам запах книги многим людям нравится. Когда ты держишь в руках, вот, да, ты можешь ее пощупать. Вот интернет, оно, ну, не дает таких ощущений, как сама книга. Далее, давайте-ка еще будем вас щупать, познавать. Ой, как хочется страстей, ребят. У вас страсти кипят и бурлят. Вы, конечно, еще тот живчик. Смотрите, у вас проигрывается, ну, острая нехватка интимной жизни. Уж простите, говорю то, что есть, все взрослые мальчики. Помимо того, что я не вижу любимой женщины рядом,
Это, конечно, вселяет свою грусть в вашу жизнь. Вы мечтаете о любви, вы ищете любви, вам хочется любви. Но как-то вот все не то и все не те. Даже те же интимные отношения вы поставили на паузу, потому что лишь бы с кем вы не будете. Вы не привыкли собирать грязь. Ну, как-то это для вас даже вот брезгливо, что ли. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Для вас вообще в отношениях очень важна любовь. Причем любовь взаимная. Вы еще такой человек, знаете, ну, довольно проницательный. И сыграть с вами в любовь, допустим, но это никому не удастся. Вы очень быстро умеете срывать маски с женщин, если вот будут кто-то притворяться. Может даже проиграться у кого-то из вас ситуация, что вы пытались устроить, ну, завязать, скажем так, отношения, но женщина оказалась притворщица, и вы очень быстро ее разоблачили. Кто-то проверки, может быть, устраивает, да, кто-то еще каким-то образом. Ну, то есть вот эти вот маски вы умеете срывать, маски лицемерия. Также еще есть такой момент, как то, что вы верите в судьбу. Вы человек, который очень сильно полагается на судьбу, и даже, возможно, вот вы считаете, что ну раз так произошло, значит так было уготовано свыше. Напишите, ребят, как вы верите в судьбу или не верите? Что вы думаете? Потому что, ну, это такой вопрос очень спорный. Кто-то говорит, человек сам делает судьбу, кто-то говорит, да нет, это все написано свыше. Ну, то есть здесь очень так много разногласий. Еще хотела бы сказать, вы такой любитель поспать. Вы такой, вот знаете, бывает периодами, ну я не скажу, что вы лежебока, но иногда полениться вы можете, особенно если это выходной, когда это может быть отпуск. Ну, вы можете до обеда поспать даже, вот полениться, поваляться в кровати, да, вот либо же там будете смотреть телевизор до вечера, лежа в кровати, там и никуда особо не спеша, не торопясь. Сказать, что вы, допустим, с друзьями часто куда-то ходите, я не могу сказать этого, потому что вот вы больше, наверное, последнее время стали домоседом. Как-то хочется вот больше спокойствия. Это когда-то вы там зажигали, да, вы такой вот были шухерной парень. Сейчас хочется больше тепла, уюта, такого комфорта, спокойствия хочется. Знаете, вот как будто устали от какой-то вот мирской суеты. Вот эти повседневные проблемы. А вы такой товарищ, ну вы не успокоитесь, пока вы не порешаете проблемы. Ну это чисто такая мужская, классная, суперская черта, что вы должны решать проблемы, особенно если они в семье возникают, да? Даже бытовые проблемы. Вы должны всегда решать. И у вас настолько это как-то вот поднакопилось, что ли, да, вот это вот именно усталость, поднадоело, хочется такого спокойствия. Давайте-ка будем теперь разбираться, ребята, что же женщины думают о вас. Давайте сначала, как бы это так поинтереснее сделать, давайте сначала мы разберем, что думают о вас женщины из вашего круга общения, да? Потому что есть женщины незнакомые, так скажем, да, либо же, ну так, может быть, она и работает с вами в соседнем отделе, но в принципе вас не знает. А есть вот люди, которые входят в ваш круг общения, там те же соседи, там, может быть, жены, там, друзей, родственники, ну, то есть с кем вы более-менее общаетесь. Давайте вот посмотрим, что же они о вас думают. А потом посмотрим со стороны, вот незнакомым женщинам, да, каким вы кажетесь. Хоть и говорят, когда кажется, нужно креститься, да, но мы все равно посмотрим. Интересно же, елки-палки. Смотрите, те женщины, которые входят в ваш круг общения, они, в принципе, знают и о вашей жизненной ситуации, да. Они знают, что у вас была семья, была да сплыла. Они это все знают, ваши перипетии, ваши боль, страдания, переживания. И я вам скажу по секрету, опять же,
что в вашем, ну, близком, в принципе, окружении, с теми женщинами, с которыми вы как-то вот общаетесь, есть такие, которые, ну, положили на вас глаз, что ли. Вот они вас оценивают именно как мужчину, с которым можно строить семью. Они видят в вас такого семьянина. Ну, во-первых, они знают вашу жизненную ситуацию в том или ином смысле, да, кто-то больше, кому-то вы больше рассказываете о своей жизни, кому-то меньше. И они вот вас позиционируют не как какого-то мужчину, с которым можно покуролесить, да, романы покрутить, а вот именно как семьянина. Даже может проигрываться, что женщины из вашего окружения, они вас ставят в пример своим непутевым мужьям. Можете поправить корону, конечно, это вам большой плюс. Далее, есть такие женщины в вашем окружении, которые не прочь бы даже, ну, как бы подсознательно, да, это так, на уровне мечты иметь от вас ребенка. Такой момент тоже есть. Потому что от вас идет та мужская сила, о которой я уже неоднократно говорила в своих видео, что женщины очень сильно чувствуют именно вот мужскую энергетику, да. Это идет от инстинктов, это идет от подсознания. Вот мы, женщины, мы смотрим даже на незнакомого мужчину, и ты вот просто, ну, необъяснимо это происходит, да, вот ты понимаешь, что этот мужчина, на которого можно положиться, этот мужчина всегда тебя защитит, он может быть добытчиком, он может быть, ну, такой каменной стеной, да, от него можно иметь потомство. Это идет еще от первобытного времени, да. Это просто необъяснимо, как это все чувствуется, но это 100% работает. Поэтому вы излучаете такую мощную мужскую энергетику, энергетику надежности, такого надежного семьянина. Есть женщины в вашем окружении, которые даже, когда вы будучи еще женатым человеком, ну, либо же когда там гражданский брак у вас был, они завидовали вашей женщине, потому что они видели, как вы общаетесь, да, вот как вы, допустим, спешите домой, как вы, может быть, там покупаете продукты после работы по магазинам. Ну, пусть не видели, но знают, по крайней мере, да. Они видят, слышат, как вы относитесь к своим детям, там, к женщине, к родителям, как вы отзываетесь, да, как вы это все рассказываете, как вы говорите. Они завидовали даже вашей женщине. Они, знаете, вот они, вот эти вот, которые находятся, женщины в вашем окружении, они, если честно, они даже недоумевают, как так, да, вот он так относился, она этого не оценила, да, вот они вашу бывшую женщину, они не понимают, как так можно. Он же для нее все. Конечно же, это все обсуждается. Вот я вам скажу, даже если вы с кем-то дружите с семьями, допустим, да, вот там соседи, может быть, еще кто-то по работе. Конечно же, это все обсуждается. Вот эти женщины там у себя дома, там с мужьями, там с родителями. Это все обсуждается. Вот как вы живете, да, вот как вас не оценили. Ну, то есть такое женское перемывание косточек. Это такое обычное дело. Поэтому есть такой момент и зависти, есть момент симпатии, да, я не скажу, что у кого-то там крышу срывает от любви, но просто чтобы вы знали, что в вашем окружении женщины, ну, очень хорошо и тепло к вам относятся. Давайте-ка теперь посмотрим, что же о вас думают незнакомые женщины, вот с которыми вы, ну, просто где-то пересекаетесь, я не знаю, там, ну, на улице, там, в автобусе, в транспорте, может быть, продавец, парикмахер, то есть, которые про вас, в общем-то, ничего не знают, вот, чисто внешне, да, вот, что вы транслируете своим поведением, да, вот, со стороны, так скажем. Но это то, что я говорила. Даже, посмотрите, даже для незнакомых женщин снова вы выпадаете императором. Ну, мистика, да и только.
То есть вы транслируете во внешний мир для совершенно незнакомых женщин ту самую сильную энергетику. Это то, что я вот только что рассказывала, да? Получается, вообще все женщины вас видят сильным таким мужчиной, добытчиком, то есть считывают ту самую энергетику силы, ту самую энергетику, что за вами можно быть, как за каменной стеной. Причем я вам скажу, что вот те женщины, которые, ну так скажем, со стороны за вами наблюдают, может быть, даже по работе, просто они о вас особо не знают. Ну, они, может быть, видели, как вы общаетесь с людьми, слышали это все. Вас считают довольно умным мужчиной. Умным, таким рассудительным, да, логичным. Вы позиционируетесь таким мужчиной-победителем. Может проигрываться даже, что женщины некоторые вас воспринимают, ну, действительно, ну, с такой завышенной немножко самооценкой, как я в начале расклада вам говорила. Потому что чем больше денег, тем увереннее человек себя чувствует и тем тверже стоит на ногах. Плюс, вот почему-то, знаете, ну, это может быть в глазах, опять же, это по-разному у всех проиграется, в глазах может быть у вас такая, знаете, вот хитринка какая-то. Вот бывает, смотришь на человека, и ты понимаешь, ну, что-то такое с хитрецой, вот, знаете, есть какое-то лукавство. Вот почему-то такой момент тоже для незнакомых, вот, абсолютно такой вот с хитринкой, но видите, вас вот считают человеком обеспеченным, у вас не должно быть проблем с деньгами, вас не считают таким абсолютно. Вы источаете, знаете, такую победительскую какую-то энергетику. Сильный, уверенный мужчина, который по жизни победитель. Причем, знаете, у вас есть даже в окружении мужчины, ну, это друзья, допустим, там, может быть, приятели, коллеги, которые в чем-то, даже мужчины, равняются на вас. Это может быть какие-то, знаете, то ли галантные поступки в отношении женщин, то ли вот берут какую-то манеру поведения вашу. Знаете, вот я вам скажу, они по секрету так учатся втихаря, они у вас вот перенимают какую-то вашу манеру. Манеру, ну, это очень так широкое понятие, у кого-то это поведение, у кого-то это там общение, у кого-то даже, я не знаю, может быть, даже как вы можете отпор дать кому-то, да, они тоже перенимают, потому что уметь отшить человека, это тоже искусство. Кого-то можно, да, послать на 3 буквы, и на этом все закончилось, да, а ты попробуй, отшей человека, но это будет культурно, деликатно, да еще чтобы и не обидеть особо, да. Поэтому вот есть такой момент, когда у вас вот реально учатся. И почему-то я вам скажу, что вас еще считают, ну, такой довольно темной лошадкой. Сказать, что вы будете рассказывать всем напропалую всю свою жизнь, всю подноготную, я не могу. Вы рассказываете только то, что считаете нужным своему окружению. Поэтому женщины, конечно, вами интересуются. Другое дело, замечаете вы это или нет, но женщины вами интересуются. И знакомые, и незнакомые. Вы для них вот симпатичны именно своей мужской силой. Да, внешность тоже, конечно же, важна и для женщин, это 100%. Но все-таки вот эта самая надежность, да, вот мужская сила, но это у большинства женщин в приоритете. Когда ты чувствуешь себя за каменной стеной, ну, это дорогого стоит. Поэтому я вас могу поздравить. Вы источаете ту самую энергетику силы, надежности. И, в принципе, вы очень нравитесь женщинам. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!